Привет! Меня зовут Аня, я родилась в России и сейчас путешествую по Бразилии 4 года, совмещая онлайн-работу и волонтерство и разные другие способы путешествия. Но в этом видео что-то меня укололо, что я решила, что мне нужно поделиться этим, потому что много людей меня спрашивают о том, как я совмещаю работу и путешествия, о том, что я проживаю. Цель этого видео больше как вдохновение, то есть это не правило, как жить, это скорее как попытка показать, что может быть иначе. Хочу немножко рассказать тогда о себе. Я родилась в Москве и жила там до своих 21 года. И сейчас мне 25. 4 года назад началась война, и по своим причинам, в которые сейчас не буду углубляться, я выехала спустя 5 дней, как началась война, и приехала в Бразилию, оформив беженство. Сейчас, на данный момент, у меня уже есть резиденции, да, ПМЖ, на постоянной основе, чему я очень рада. Бразилия меня приняла, обняла просто потрясающе, и я очень ее люблю. За 4 года я объехала 12 штатов Бразилии, и еще поехала в Перу и Парагвай. Но в целом вся эта культура, она меня перевернула с ног на голову. Весь этот экспириенс, что я здесь прожила, просто словами не описать. Я чувствую себя намного более счастливой, открытой, любимой, и в целом намного больше света изнутри меня, который хочется просто так весь мир обнять, делиться. Короче, расскажу немножко о том, как вообще проходит этот процесс. Вообще, что такое волонтерство? Тут я хочу подчеркнуть, что это не про туризм, это про путешествие. То есть не турист, а путешественник. Как это говорят в Бразилии, mochileiro, backpacker. Да, не знаю, на русском, мне кажется, нет такого слова. Наверняка ты уже слышала о волонтерстве в контексте хостелов, да? Это самый частый вид, как можно найти информацию о волонтерстве. И в головах людей это обмен, accommodation, да, проживание в комнате с разными кроватями, на работу на администрации, на завтраках, уборке и так далее. Это тоже есть, и это чаще всего встречается. Но мой способ, мой вид путешествий, он подразумевает вообще другую тему. Это скорее про экопроекты, фермы, разные комьюнити спиритуальные, где нужно работать с землей, с растениями, артом, делать мозаику, заботиться о животных. И для меня это намного более значимо и важно, чем просто обмен работы, типа часов работы на проживание и еду. Потому что в первую очередь это обмен опытом с людьми, это обмен энергией. И я на это смотрю намного более глубже. То есть это не экономия денег, да? Это, конечно, тоже экономия денег, но это не цель. Тут я хочу сказать, что деньги — это просто валюта, то есть способ обмена энергией, который нам хорошо знаком. Но на самом деле, когда ты делаешь волонтерство, тебе открывается новый вид обмена. Если ты реально со всем сердцем в него вложишься, ты можешь познакомиться с невероятными людьми и прожить невероятные опыты, которые изменят твою жизнь. Я прошла больше 30 разных волонтерств, даже уже счет потеряла. И у меня было много разных, абсолютно разных проектов. Экопроекты, комьюнити, работа с какао, работа с животными, работа с асаи. Много-много-много богатый опыт. И я делала вещи, которые никогда не могла представить, что как они вообще сделаны, и что кто-то этим занимается. И я могу об этом поделиться, если хочется, в другом видео. Какие-то, не знаю, топ-5 самых уникальных экспириенсов, которые я прожила, например, в волонтере. Если хочешь, ставь лайк.
пиши коммент. Я не верю, что я это говорю. Боже мой. Ставь лайк, пиши коммент, нажимай на колокольчик. Боже мой. Докатились. Как это в целом работает? Есть два самых важных, да, самых популярных приложения. Это Worldpackers и Workaway. Worldpackers, его больше в Латинской Америке, в то время как Workaway больше про Европу. Но Worldpackers тоже есть на Европе, Workaway тоже есть в Латинской Америке. Да. Как обычно происходит выбор первого хоста? Например, там есть информация о том, сколько часов в день или в неделю тебе нужно будет делать. Это может быть 20 часов в неделю, что 5 дней в неделю, да? 20 часов в неделю, 5 дней в неделю, это получается 4 часа в день. Это нормально, это по Worldpackers даже низко. Есть еще вариант 25, 27, ну, да, это все очень индивидуально, да, зависит от каждого хоста. Но 30 это уже чересчур. Я даже видела больше, где-то 32, мне кажется, это я видела максимум. И это очень много часов. И это как раз чаще всего встречается в хостелах, потому что именно в хостелах есть такой вайб абьюза немножечко, да, вот этой эксплуатации труда. Уже проживала это, когда на тебя смотрят просто как на работника, никакого коннекта они даже не стараются построить. Но как раз в таких эко-проектах я нахожу больше коннекта. И что нужно делать? Ты смотришь, что нужно делать, сколько часов в неделю, что нужно делать. Это может быть, как я уже упомянула, да, в хостелах администрация, уборка, готовка еды для гостей. Когда в эко-проектах это может быть совершенно разные, бесконечные. Можно учить йоги, можно вспалывать землю, поливать растения, убираться тоже, да, уборка всегда, она часть жизни нашей. Потом готовить. Есть даже, я видела волонтерство, где нужно играть музыку. Но чаще всего такие эко-проекты, они совмещают разные типы работ. Например, это dog shelter, да, приют для собак, но при этом им нужна еще уборка, иногда можешь работать с растениями, да, то есть это чаще всего такая гибкая работа. И они не смотрят так на часы, и фиксирует твое время, как, например, в хостелах. И следующий пункт, который смотришь, это что тебе предлагают. Из этого может быть, помимо free accommodation, да, бесплатного проживания вместе, это может быть, например, какая-то еда, завтрак, обед, ужин, одно или все вместе. Или они могут просто тебе предоставлять базовую еду. Или полностью открыть кухню, и ты просто готовишь себе еду. Да? Все зависит от места, все зависит от хоста, и ты выбираешь, что тебе ближе. Также часто, помимо того, что ты получаешь еду и accommodation, тебе могут дать какие-то скидки на товары, бесплатные туры, какие-то пикап, да, то есть на машине тебя могут подвезти куда-то. Но это все тоже очень гибко и часто зависит еще от хоста. И здесь хочу постепенно перейти в то, как я совмещаю, да, мой опыт совмещения 4 года работы как онлайн с волонтерством. Если ты очень хочешь путешествовать и совмещать это со своей работой онлайн, но переживаешь, возможно ли это, отвечу коротко и ясно: да, и очень много людей прямо сейчас делают это, работая онлайн, либо работая, путешествуя, так что все шансы есть. Отступление. Я работаю дизайнером, работаю на себя, не люблю работу на дядю. И до того, как переехать из России, полгода, 6 месяцев до того, как я уехала, я начала изучать веб-дизайн. Пройдя курс, я только начала работать с первыми клиентами, как я уехала. Уехала вместе со своим бывшим парнем, и в течение 1 года он не работал, он учил португальский, да, он углублялся больше в общение с людьми, изучение языка, а я большинство своего времени фокусировала на работе. И в течение этого года я одна обеспечивала нас 2 за счет моей работы. И, честно говоря, первый год было довольно сложно, потому что мы путешествовали с места на место, где-то оставаясь примерно месяц в каждом месте. И это чаще всего были хостелы. То есть я работала где-то 5 часов на администрации, и потом нужно было идти к ноутбуку и работать еще 3 часа на ноутбуке. И когда у меня практически не было
времени, сил вообще на свою личную жизнь, на куда-то сходить, погулять, пообщаться с людьми. В общем, я очень много времени тратила на это. Помимо этого, с этим же парнем мы оставались в каких-то более далеких местах. Например, мы ездили в горы, в Сан-Паулу, далеко от Сан-Паулу, да, город самый большой Сан-Паулу в Бразилии. И часа 4 от него горы, как in the middle of nowhere, как говорят, коровы, курицы, цыплята, сумасшедшая женщина, хозяйка этого всего дела. И я помню, я работала на ноутбуке на кухне, открытая кухня, да, не то что кухня в доме, открытая кухня, комары летают, коровы мычат, лошади, и я работаю за компьютером вот так вот. Вокруг меня люди ходят, ну и я вообще восхищаюсь, как я могла это делать, что это было нелегко, реально. Ну и в какой-то момент, когда я работаю, нужно корову покормить, корова пришла еды просить, ну я пошла, корову покормила, вернулась работать над сайтами, да, такая реальность. С компьютером я работала в таком огромном количестве абсолютно разных мест. Вот я прикреплю какие-нибудь фотографии, видео, чтобы было видно, да, доказательства. Это всегда вопрос твоей адаптации к ситуации и твоей гибкости, да, насколько ты готов идти на эти компромиссы, чтобы чтобы жить в этом, жить этот экспириенс, жить эту жизнь по-настоящему. Но сейчас я намного лучше себя подготавливаю. Например, если у тебя уже есть какая-то фиксированная работа, не знаю, насколько она как бы flexible, да, гибкая в плане часов, но это может быть фиксированные часы, либо когда ты хочешь, тогда ты и работаешь, да. Первый пункт, который, я думаю, один из самых важных, который можно спросить, например, у хоста, либо почитать у него в описании, он может это тоже описать уже заранее, это о том, насколько гибкие часы работы. Да, обычно они пишут это, например, 4 часа в день. Ну хорошо, у некоторых хостов эти 4 часа, они фиксированы утром, либо фиксированные вечером. Иногда можно об этом договориться. Можно, например, написать этому хосту и предупредить о том, что ты будешь работать онлайн, и спросить, нормально ли это, насколько гибкие часы, да, чтобы совмещать. Некоторые хосты не хотят принимать тех, кто работает онлайн, но это редкость. И еще один способ, это можно спросить у людей, которые уже там были. Например, волонтеры, которые уже прошли этот experience какое-то время назад. Поэтому Worldpackers хорош. Можно посмотреть отзывы людей и написать им напрямую и спросить, слушай, а как там было вообще гибкие часы, как там вообще отношение человеческое, какая там работа и так далее. Люди чаще всего отвечают. Второй важный пункт в этом – это интернет и место. Да, я это сразу спрашиваю вместе. Интернет и место для работы. Потому что иногда, может быть, интернет хороший, да, но, например, нет места. Или этот интернет только ограничено на кухне. На кухне люди едят, куча людей ходит вокруг, нельзя сосредоточиться. Если тебе нужно именно сосредоточиться вот так вот одному, да, в какой-то отдельной комнате за своим столом, ну, это нужно тоже уточнить. Либо у хоста, либо у тех же волонтеров. Иногда в таких эко-проектах просто нет хорошего интернета, да, то есть он ограничен. Чаще всего пространство, да, земля, она большая, и интернет есть только в доме, главном доме. А, например, в твоей комнате у тебя не будет Wi-Fi, а связь не ловит. Чаще всего так и было. В моих опытах это происходит именно так. И ты работаешь только в главном доме. Ну, если тебе это окей. Да. И еще одна важная вещь, которая больше персональная, но может быть тоже полезна тебе. Это на моем опыте, когда я работаю онлайн, я постоянно напротив этого экрана, и я устаю. И я, правда, не хочу делать вторую работу, которая была бы диджитал. Объясню. Поскольку есть разные задачи у каждого хоста, где-то они могут сказать: о, ты дизайнер, а сделай нам сайт, а сделай нам постер, а сделай нам Инстаграм. Ну, я устаю, и так много времени проводить на экранах, с экранами я не люблю, поэтому я предпочитаю
какую-то физическую работу, например, обожаю готовить, так что я выбираю часто волонтерство, где нужно какую-то часть времени проводить на кухне, например, готовить обед, общий завтрак для людей, для комьюнити, да. Уже делала волонтерство, где нужно было готовить завтрак для 40 человек. Мы готовили втроем. Ну, это был, конечно, интенс. Тут хочу добавить, что путешествия я встречала очень много людей, которые работают разными способами зарабатывать себе на жизнь. Прямо сейчас очень много путешественников, которые уже 3, 5, 10 лет путешествуют и работают. Нужно же как-то зарабатывать на жизнь. Из них я, например, встречала людей, которые делают какие-то украшения своими руками, либо косметику натуральную, веганские шоколадки, продают их на улицах. Встречала людей, которые играют музыку на улицах, работают в ресторанах. Встречала тех, кто работает на разные компании, онлайн, да, работает с кодингом, работает в IT, учит языкам, или имеет свой Инстаграм или Ютуб и снимает видео, получает за это деньги. Я даже встречала одну женщину, которая работает психологом. Просто хочу сказать, что возможностей огромное количество, и прямо сейчас много людей делает это. И ты тоже можешь это делать, потому что ты не какой-то особенный, чтобы не получилось. Просто нужно себя кинуть в воду, и плавать придет само. Что здесь хочу подчеркнуть, чтобы завершить этот блог. По моему видению волонтерства, дух волонтера — это do your best. Не знаю, как это по-русски сказать. Like, делай свой лучший вклад без ожидания того, что тебе это вернется. И если тебе хорошо в этом месте, то это будет натурально. Это будет происходить натурально. И ты получишь фидбэк. Я думаю, это вообще правило всей жизни, на самом деле. Вот я вижу волонтерство как возможность открыть что-то новое для себя, прожить какой-то абсолютно новый экспириенс на месте, которого ты понятия не имел, что может быть вот так вот. Открыть для себя что-то новое, да? Встретить настоящего себя, какого-то нового себя найти в этом. И найти друзей. Потому что самые близкие связи, самых близких друзей, самых близких любовей я встретила как раз на волонтерствах. Потому что туда приезжают люди с общими целями, с общими ценностями, и вы проводите вместе очень много времени. Поэтому это потрясающий такой клей социальный. И что я хочу еще посоветовать в этом плане, когда ты смотришь на разные предложения волонтерств, да, ты видишь их на экране, оно все красиво в приложении оформлено, но думай о том, что за этими фотографиями есть реальный проект и реальные люди, которые нуждаются в помощи, которые принимают и как бы обнимают. Я себя потрясающе чувствую, когда я еду в новое место, потому что я еду, но я уже знаю, что меня кто-то там ждет. И я уже знаю, что для меня там есть приготовленная кровать. Чаще всего люди в таких эко-проектах, да, sustainable projects, они более открытые к новым коннектам, к путешественникам. Они хотят знать о твоей культуре, о твоем опыте. И если ты открыт сердцем, то они тоже откроются. Самое главное — это то, что если ты открыт по-настоящему и готов учиться, вкладываться и делиться своим опытом, от всего сердца это вернется к тебе.
знай, что для начала твоего путешествия нужно только желание и смелость. Надеюсь, это видео было полезно.